Дунхуа с каждым годом набирает все большую популярность по всему миру. Китайская анимация развивается стремительными темпами, радуя зрителей качественной графикой, увлекательными сюжетами и разнообразием жанров. Среди всего этого многообразия особенно ярко выделяется жанр фантастики. Это именно тот жанр, где границы воображения стираются, а перед зрителем открываются удивительные миры с высокими технологиями, межзвездными путешествиями, таинственными существами и эпичными сражениями. Сегодня я собрал для вас подборку фантастических дунхуа, которые точно стоит посмотреть. Если вы любитель аниме в жанре фантастика, миры будущего, киберпанк, постапокалипсис и тому подобное, вам точно понравится. Первое. Клетка духа. Год выпуска 2019. Уже выходит второй сезон. Также есть помимо первого и второго сезона довольно интересный спешл. Клетка духа – это китайский дунхуа в жанре фантастики, постапокалипсиса и боевика. Немного ужастик, погружающий зрителя в мрачный атмосферный мир будущего. После глобальной катастрофы человечество оказалось на грани вымирания. Остатки выживших теперь живут на гигантской летающей платформе, где все строго контролируется, а ресурсы ограничены. Главный герой, мечтающий стать падальщиком, охотником, спускающимся на поверхность разрушенной земли, в поисках припасов и реликтов прошлого. Но чем глубже он погружается в опасный внешний мир, тем больше узнает шокирующих истин о системе, в которой вырос, о власти, жертвах и истинной цене выживания человечества. Дунхуа выделяется качественной анимацией, проработанным миром, философскими темами и мрачной атмосферой, сравнимой с западными sci-fi проектами. Клетка духа – это не просто боевик, а серьезная история о надежде, человечности и борьбе за будущее. Второй сезон выходит с 23 мая. 2. Звездный домен 40-е тысячелетие. Выпущено в 2022 году всего 16 серий. Анимационный сериал представляет собой уникальное сочетание жанров научной фантастики и культивации, перенося зрителя в далекое будущее, где древние духовные практики соседствуют с высокими технологиями. Главный герой Ли Яо – талантливый мастер-ремесленник, стремящийся преодолеть свои ограничения в развитии духовной энергии. Случайно он получает знания, накопленные за 40 тысяч лет культивации, что открывает перед ним новые возможности. Однако, несмотря на это, он не проходит объединенный вступительный экзамен. С поддержкой друзей и наставников Ли Яо решает не сдаваться и вновь пытается поступить в университет своей мечты, чтобы реализовать свое стремление стать выдающимся мастером. Жанры – научная фантастика, культивация, боевик, драма. От себя хочу отметить интересный сюжет и развитие персонажей. Первые эпизоды могут быть немного запутанными из-за недостаточного объяснения мира и иерархии. Однако по мере развития сюжета становится яснее и увлекательнее. 3. Пожиратель звезд. Топовое аниме в жанре фантастика. В принципе, мы уже неоднократно о нем говорили. Это одно из лучших произведений о путешествиях в космосе, звездных мирах и научной фантастике. Но также оно не лишено базовых для дунхуа признаков. Главный герой Ло Фэн становится сильнее, получает все более мощные техники и оружие, а заодно защищает родную планету – Землю. 4. Игра Бездна. Интересная и немного необычная дунхуа в жанре экшен, фэнтези и фантастика. Вышла в декабре 2023 года и включает 16 эпизодов, продолжительностью около 20 минут каждый. Главный герой, бывший боксер, после тяжелой жизни и участия в подпольных боях, попадает в автомобильную аварию и оказывается в загадочном мире, напоминающем игру с жестокими правилами. Здесь он сталкивается с высокоразвитой технологией и людьми, потерявшими память о своей прошлой жизни. Чтобы выжить, участники должны накапливать очки и усиливать себя, сталкиваясь с опасностями и интригами. Цяо Цзиньтянь объединяется с другими персонажами, чтобы противостоять злу и раскрыть тайны этого мира. Плюсы – динамический сюжет и интересные персонажи. Минусы
Местами предсказуемые сюжетные повороты, недостаточное раскрытие второстепенных персонажей. 5. Первый порядок. Донхуа 2023 года выпуска. Всего 16 серий, но зато каких экшена хоть отбавляй. Это китайский донхуа в жанре постапокалиптической научной фантастики с элементами сверхъестественного, вышедшая летом 2023 года. После глобальной катастрофы, приведшей к ядерной зиме, человечество оказалось на грани вымирания. Люди утратили контроль над миром, и повсюду возникли кризисы. В попытке восстановить порядок, человечество начало строить укрепленные крепости, в которые стремятся попасть выжившие, чтобы обеспечить себе безопасность. Главный герой, Жень Сяоли, вместе со своим младшим братом живет за пределами этих крепостей, пытаясь выжить в суровых условиях. Обладая несгибаемой волей и позитивным настроем, Жень Сяоли стремится изменить мир к лучшему. В процессе своего пути он сталкивается с различными опасностями, включая мутировавших существ, и постепенно раскрывает свои сверхъестественные способности. Можно отметить интересный и продуманный сюжет, хорошо проработанного главного героя, а также качественную анимацию, несмотря на использование CGI. Сериал основан на популярном веб-романе, который также был адаптирован в манхуа. Автор известен своими работами в жанре постапокалиптической фантастики. Есть еще более 20 интересных донхуа в жанре фантастика. Также могу сделать топ и обзор в следующем ролике. С вас лайк и подписка. Наберем 2000 лайков под этим видео и выйдет вторая часть. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какую из этих донхуа вы смотрели, а если нет, что вас заинтересовало больше всего. А если вам нравятся мои видео, подписка, лайки, комментарий под видео на ютубе – лучшая поддержка. Также у меня есть официальный телеграм Киномикс, где все новости и информация. Буду рад здесь вас видеть. Подписывайтесь на канал и всем пока.